это только Петербург и Москва? Или ты все-таки... Или ты... Или... Всем привет, меня зовут Анастасия Семьина, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я разговариваю с Джастином. Привет, Джастин. Ой, привет. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, расскажи о том, как ты начал изучать русский язык, как ты начал вести свой канал. Да, как она сказала, у меня есть канал, и я почти, 5-6 лет назад начал учить русский язык, как-то серьезно занимался обучением русского языка уже, 2-3 года. А где ты начал его изучать? В Канаде или в России? Именно в Канаде. Здесь на втором курсе университета мы начали учить русский язык, а потом я переехал в Россию, по обмену из моего университета, и я здесь, в Санкт-Петербурге, в СПбГУ учу русский. А как долго ты учил в СПбГУ? Полгода? 10 месяцев, да. То есть целый учебный год? Да, академический год, да. Ага. Да, вот. И у тебя в СПбГУ были только уроки русского языка или что-то еще? Нет, это каждый день, это просто русский язык каждый день и больше ничего, так. Да. Хорошо, а как пришла идея создать свой YouTube-канал? Когда я здесь жил, именно, я замечал, что русским очень нравится или очень понравились, когда мы обсуждали такие интересные темы именно на русском языке. Им понравились мои ошибки, когда я ошибался на русском, но еще когда я работал учителем по английскому языку, иногда студенты из другого класса подошли ко мне, потому что там другой учитель, американец, совсем не говорил на русском языке. И они иногда подошли ко мне и спросили или попросили меня объяснить им что-то на русском языке, чтобы они точно это поняли. И я просто думал, что иногда есть такие моменты, где более удобно просто понимать что-то на своем родном языке. И поэтому мне очень нравится делиться этой информацией с русскоговорящими, чтобы они могут лучше говорить по-английски. Да. Спасибо. Еще я попросила своих подписчиков в Инстаграме задать вопросы. Давай посмотрим, какие вопросы они нам задали. Хорошо. Первый вопрос от Станислава Чернышова. Это автор учебников по русскому языку. Поехали. И он задает такой вопрос. Как Джастин думает, мы похожи или совсем разные? Мы — это Россия и Канада. Еще он сказал, что один политик российский сказал, что Россия может стать Канадой с иконами. И в связи с этим вопрос. Как Джастин думает, мы похожи или совсем разные? Это интересный вопрос, потому что, да, когда мы обсуждаем вопрос, насколько много русские похожи на, западных людей, не знаю, американцев или на канадцев, я бы сказал, что очень сильно похожи, потому что у каждого человека есть такие цели, в жизни, где они просто хотят, жить хорошо, жить нормально, найти хорошую работу. И по менталитету, да, конечно, есть, разницы, но я был совсем удивлен в том, что как сильно похожи на друг друга, потому что как человек, который вырос и родился на Западе, у нас есть, конечно, такие стереотипы о России и о русских людей. И до того, как я первый раз приехал сюда, в Россию, я думал, что Россия была бы совсем другая страна, чем она была на самом деле. И поэтому, опять же, это только Петербург и Москва, или ты все-таки был в каких-то маленьких провинциальных городах? Не совсем маленькие, но мы как-то зимой путешествовали на поезде с Санкт-Петербурга в Москву, потом в Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск и потом в Владивосток. Я еще был в Карелии, и когда мы туда ехали, мы проехали мимо много маленьких городов. Там было очень интересно, потому что тогда разницы очень-очень большие. Смотря на большие города, например, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, у вас есть такие новые, современные, западные торговые комплексы, и инфраструктура нормальная, хорошая. Поэтому я бы сказал, что в таких случаях не очень большая разница между Россией и Западом. Спасибо. Следующий вопрос, я думаю, тоже от человека, который изучает русский язык. Почему он изучал русский язык? Что он думает о русских людях? Почему я изучал русский язык? Это потому, что в университете я понял, что я именно хотел учить второй язык. В то время я уже неплохо говорил на французском языке. Как я понимал, что когда в университете это отличная возможность начинать учить новый язык. И почему именно русский? Потому что я именно выбрал русский язык, потому что это язык, на котором очень много говорят в мире. Сначала я учил китайский язык, но потом я это выбросил, потому
потому что, ну вот, я просто не мог представляться, как я бы, например, 2-3 года жил именно в Китае, чтобы свободно и совсем нормально владеть этим языком, а смотря на Россию, я могу здесь жить нормально, комфортно, удобно, и поэтому, ну, просто мне очень нравится, что здесь, что я здесь могу найти. Вот это просто очень интересная страна, есть жаркие места, холодные на юге и на севере, вот. Здесь вот Разнообразие большое. все, да, огромное, да. Ага. Так, следующий вопрос. От девушки, которая ведет блог Russia for You, она пишет о России, о русских людях, о традициях как раз. Что больше всего удивляет Джастина в России и какая, на мой взгляд, самая главная проблема в России? Ну, например, что тебя удивляет больше всего? Хорошо, что меня больше всего удивляет, я думаю, что стиль здесь в России очень черно-белый. То есть, например, на Западе все идет, скажем, я не бы сказал неинтересно, но просто ты едешь на работу, ты возвращаешься домой, ну как жизнь просто продолжается очень спокойно. А здесь все либо очень-очень хорошо, или очень плохо, или очень-очень красиво, или очень некрасиво. То есть ты можешь, ты идешь по улице, и ты там видишь очень красивый церковь, да? Ну, может быть, там перед собором или перед церковью, Церковью? перед церковью, может быть, ну, как даже ребенок, который, ну, бездомный, и как спрашивает за еду или за деньги. То есть то, что очень красиво, очень безумно красиво, и то, что не очень красиво, очень, я бы сказал, некрасиво. И поэтому, когда человек мне он задал мне вопрос и сказал, ну как ты можешь описывать Россию через 2 слова? А я сказал, вот, ну просто так, черно-белый. То есть крайности. Мы говорим одна крайность и другая крайность. Либо очень все хорошо, например, либо очень Да, плохо. вот именно. Например, про финансовое положение русских говорят, что у нас очень большая пропасть между богатыми и бедными. То есть человек либо Да. очень богатый, либо, как правило, достаточно бедный. Ну да, как говорят, что нет среднего класса, скажем, да. Следующий вопрос. Кто помогает тебе продолжать изучать русский язык? Кроме языка, что еще любишь узнавать о России? Вот про русский язык интересно. Кто-то помогает тебе? Как ты поддерживаешь язык на хорошем уровне? Ну, у меня есть несколько вариантов, скажем так, но сначала у меня есть репетитор, и мы занимаемся раз в неделю. И это По скайпу или... Да, по скайпу. Она здесь в Санкт-Петербурге живет. И это очень мне помогает, потому что я тогда буду постоянно учить новые слова, столкнуться с новыми аспектами грамматики, буду повторять все, что я учу. Дополнительно к тому, я пишу свои тексты или видео. Это очень помогает, потому что я очень много слов. Проверяешь? Да, нет, ну как учусь, когда я пишу тексты, да. Вот, тексты все на русском языке, все, что я говорю, то есть я, в принципе, в общем, почти никогда не говорю на английском языке в видео. И еще я смотрю сериалы. Какие сериалы? Но в данный момент я смотрю «Метод». Это просто на Netflix. Там есть английские субтитры, русские субтитры. Это очень помогает. Мне очень нравится. И для развития словарного запаса это мне очень нравится. И понимание. А какие еще сериалы смотрел? «Нюхач». Да, «Нюхач». Это происходит в Москве. Я понимал, что многие русские говорят, что вот, русские сериалы не такие хорошие, но... Ну, для словарного запаса это как раз то, что надо, и для того, чтобы понимать быструю речь на слух. Да, и понимаешь, что для нас, как студент русского языка, у нас нет таких возможностей найти очень много фильмов с переводами, с субтитрами, потому что мало переводят русские фильмы, да, и поэтому у тебя выбор очень маленький, и надо просто смотреть то, что ты можешь найти. Следующий вопрос. Какие у тебя планы на Россию? Будешь ли ты путешествовать по России? Планируешь ли пожить здесь еще подольше? Ну да, еще я, конечно, хотел бы еще путешествовать, очень хотел видеть Уфа, Казань, Нижний Новгород, вот такие разные. Архангельск. Это мой родной город. Да, ну, конечно, тогда туда. Там белое море, там белые ночи белее, чем в Петербурге. Ух, даже белее, да? Конечно. Уже даже не могу представляться, как может быть. Вот. И, ну да, я, конечно, собираюсь здесь жить еще. И пока у меня нет семьи, это очень удобно, потому что я пока молодой, могу жить где хочу. Ну вот, это прекрасно, просто причины вообще-то вернуться обратно домой уже нету. Так. Хорошо, спасибо. Тогда еще будет мой вопрос, традиционный вопрос. Я бы хотела, чтобы ты дал советы тем, кто изучает русский язык или только начинает изучать и, возможно, сталкиваясь с первыми трудностями, узнав, что у нас есть 3 рода и 6 падежей, и начинается такой страх, что ой, как это трудно, это невозможно выучить. Какой бы ты дал совет
этим людям? Два совета. Первый совет — это не очень много времени тратить на окончание, потому что окончание одного слова. Я имею в виду, что когда ты учишь склонения, учишь их как составлены вместе в предложении. Например, как я не просто идти, я иду, ты идешь, он идет, а именно я иду в парк, потому что это легче понимать. То есть фразы, словосочетания да. учить сразу. Да. И еще то, что мне, если честно, очень помог, был, когда у меня был друг русский и достаточно хорошо говорил на английском языке, но очень-очень много ошибался. То есть, когда он говорил на русском, он всегда буквально перевел с русского на английский, и поэтому я всегда слушаю, какие ошибки он совершался на английский язык. И потом, когда я говорил на русском языке, я хотел понимать, как это можно правильно по русской грамматике сказать. Тогда я просто думал, как он бы это сказал на английском, а потом я буквально это перевожу обратно на русский, и обычно получается, что это правильно. Интересно. Ага. Да, То есть его ошибки помогли тебе избежать своих ошибок? Да, на русском. Да, я потому что поняла. Он, так буквально переводится всегда с русского на английский, поэтому я знал, что когда он это неправильно говорит на английском, я знал, что это вроде как правильно это сказать на русском. Вот. Спасибо большое. Спасибо большое, Джастин, за отличные ответы, за отличный разговор. Спасибо, что позвала. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Пока.